Приветствую вас, мои дорогие любители Азии, с вами снова я, Милена, и я вот буквально пока сюда дошла, я была целой кудряшкой Сью, но жара и влажность сделала это, ну я думаю, тоже неплохо, не правда ли? Если понравилось, поставьте пальчики вверх. Ну и сегодня мы будем трындеть на очень такую, знаете, тему, которую давно хотела с кем-нибудь потрындеть, я думаю, вы составите мне компанию, да, сегодня мы будем разбежать типажи драм, и начну я с Китая. Буду их разделять реально просто по странам, и вы просто заметите, это невероятное стечение непонятных сценаристических обстоятельств, которые просто копируют в какой-то степени одно другое, и почему, в принципе, мы немножечко отказались от просмотра именно китайских драм. Если вы готовы, тогда подключайте свой чаек, кофеек, булочки и закусочку, водичку с лимоном, неважно, и поехали! Начну с того, с чего я вообще отказалась от китайских драм, почему я от них, в принципе, ушла, при том всем, что я выросла на фильмах с Джеки Чаном, с Чо и многими другими, как Брюс Ли и так далее. Ну, наверное, потому что сюжет стал не просто завязанным на каких-то боевых искусствах, но он просто потерял его. То есть там либо дерутся, либо непонятно, что происходит. То есть начнем реально с сюжета. Они его обрубают. Обрубают так, что ты пытаешься куски собрать, чтобы понять, что там происходит в этом несчастном курятнике. Кто кого убил, кто кому чего сказал, и почему по этой несчастной наивности они почему-то именно это сделали. Не, ну ты, конечно, пытаешься понять это ввиду их менталитета, культуры или еще чего-нибудь, но как-то вот не складывается коннекшн, и ты понимаешь, что уже просто неинтересно, когда ты включаешь буквально первые 2 серии, ты уже понимаешь, что будет дальше с учетом того, что ты увидел в первых 2. А еще бюджет. Но мы же сейчас говорим о сюжете. То есть представляете себе, да? Вот он красивый парень, вот она красивая девушка. Они должны, по идее, встретиться. Ну, как обычно у нас что выходит? Правильно, Ромео и Джульетта. Нельзя вам быть вместе. И это уже до такой степени избитый сюжет, что он просто везде, даже в путешествиях во времени, путешествиях в другой мир и так далее. Иногда это, конечно, неплохо получается, я ничего не могу сказать. Ну, да. И вот ты наблюдаешь за этим, и тебя начинает разрывать, как тузик грелку, потому что, ну, ребята, 20 серий просто растягивать до момента первого поцелуя, это было слишком. Но именно так ты понимаешь, что на самом деле они припасли что-то наконец, поэтому они так долго и упорно тянули, растягивая все возможные события, разжевывая их в какой-то степени, либо обрубая до момента X, когда ты понимаешь, что тут что-то должно быть, и уже догадываешься, что. Но они это обрубили, и именно из-за этого у них не складываются их отношения, и получается Ромео и Джульетта. Либо она его убивает, либо он ее убивает, либо они друг друга убивают, либо они, в принципе, вместе умирают несчастной любовью. И вот, когда, по идее, уже все порешилось, появляется третий лишний. Причем он появляется четко, прям по звоночку расписания. Не тогда, когда бы, вот знаете, красиво так вписать, влить и так далее. Нет, потому что вы уже догадались, что он должен появиться. Все догадались, что он должен появиться, и он появляется. Это третий лишний, 5-я нога. Либо женского пола, либо мужского пола, либо сразу с 2 сторон. Но самое прикольное в этом всем, что они почему-то помогают либо родителям, которые почему-то всегда против. Ну, это классика жанра, на самом деле, во всех азиатских драмах. Родители всегда против. То вот даже при условии того, что он богатый, красивый, и девушка будет обеспечена, либо он сам по себе деньги заработал, и эта богатая девочка не будет ни в чем нуждаться. Все нормально. Но почему-то именно родители против. И они запрещают. И они по какой-то такой невероятной причине слушаются. Нет, когда это исторические драмы, там можно понять. Это семья, это уважение семьи, что сказали старшие, ты должен слушать, иначе тебе будет 10 палок. А если это еще и какие-нибудь martial arts, то бишь какие-нибудь замечательные боевые искусства, то все. Считайте, это просто из разряда приказа, которые аккуратно сказали глазами, и ты это понял, ничего не понимая при этом, да, но ты сразу просто, знаете, телепатия прям такая. Я тебе сказала, что нельзя. И они такие. И это было только в одном взгляде. И они подтверждают это своими действиями, начиная делать какие-то опрометчивые вещи, вместо того, чтобы просто взять и доказать, что они могут быть вместе. Либо вот это вот желание сохранить свою дитятку, потому что вот у него была несчастная любовь, и поэтому, а вдруг у него будет тоже несчастная любовь, я тут в будущее заглянула, там все плохо, а давайте-ка отрежем у него такие понятия, чувства, как любовь. И ты сидишь и офигеваешь, что одно дело, когда сам по себе персонаж такой хладнокровный, его добиваются, и любовь там расцветает, это прекрасно, но когда в основном это какой-то пипец, когда отнимается любовь, либо вкладывается какое-то заклинание, чтобы ничего не произошло, но они все равно влюбляются, все равно все плохо, и все пытаются помочь, все пытаются еще усугубить эту ситуацию, потому что на самом деле сами влюблены в главного персонажа, либо еще что-нибудь такое, понимаете? И вот это вот все заваривается. Я уже видела минимум 10 драм, которые, в принципе, завязаны на том, что одному нельзя любить другого, и вот третий лишний помогают этому не произойти, при этом все равно это происходит.
Причем абсолютно глупым, тупым способом. Они сами просто как на блюде с золотой каемкой подают этих замечательных персонажей. И ты сидишь и думаешь, ребята, ну блин, ну что происходит? Но сюжет ведь так прикольно шел. И они действительно местами как-то так интересненько могут завернуть сюжет истории, особенно когда это фэнтезиовая вещь. Но там все это начинает рушиться, ломаться, когда начинаются вот эти вот соединения. Кто, кому, чего, когда, зачем, почему, любовь, не любовь. А то и вообще пропадают какие-то сцены, которые потом неожиданно появляются в другой серии. Сидишь и думаешь, то ли я не всю серию посмотрел, то ли я что-то пропустил. И ты пересматриваешь серию, и там нифига нет. А в другой серии эта сцена появляется. Одно дело, когда это флешбэк, а другое дело, когда это просто сцена, которой нет. И таких, на самом деле, моментов обрубленности сюжета в китайских драмах больше, чем вы представляете. Почему? Да потому что они простраивают это реально просто по их манхе. И если вы помните, я вам периодически советовала определенные вещи, но только хорошие, где там не так сильно порубили замечательный сюжет, но там реально ты начинаешь каждую главу иногда просто не с понятной точки старта. И как бы они между собой соединяются в непонятных местах, и ты понимаешь, что в принципе это один единственный сюжет. Ну, типа, знаете, главные герои там какие-то между собой где-то встречаются, пересекаются, и ты понимаешь, что в принципе это одна манга, при том, что местами каждая глава это просто чуть ли не отдельная серия, как прям в «Черном зеркале». И ты такой... И у них также были простроены все вот эти вот старые какие-то вещи, из-за чего я бросила, потому что, ну, логика отсутствует. То есть ты уже мало того, что понимаешь, что произойдет, и как бы это уже неинтересно, так еще и актерский состав либо с кирпичными лицами, либо такой, что просто вот откройте форточку, улетят. Нет, не улетят, наверное, только из-за того, что на них надето очень много слоев китайской мегафутуристической одежды. Ну и что у нас получается? У нас создалась определенная как бы картина, во всяком случае у меня. Меня дико радовало то, что в принципе любой герой такой весь крутой, такой, знаете, такие слои прекрасной, невероятной одежды, за чего я на самом деле люблю исторические драмы просто в любой стране, это вот именно из-за костюмов. Они могут создать такие невероятные какие-то решения исторических костюмов, которые на самом деле даже не существовали, но это прикольно смотрится, что ты просто впускаешь слюни, хочешь себе такой, ну, черт побери, косплеер никогда во мне, наверное, не умрет. И вот ты понимаешь, что вот этот главный герой такой красивый, его замечательные полотна одежды и слоев развиваются под его действиями фэншуя, меншуя, и вот он сейчас должен, по идее, выскочить и полететь за своей прекрасной девушкой, спасать ее, ну, или прекрасным парнем, спасать его. Они же реально просто вылетают, словно пули на этих замечательных, понимаете ли, подтяжках съемочных и летят куда-то туда вверх по направлению к цели назначения. И они будут лететь либо сами, либо в подмышке держать своего замечательного друга, которого спасли, либо там вообще на каком-то облачке, либо на ковре-самолете, либо на каком-то животном, неважно. Но они полетят. Летят, долетят, и почему-то вот ты понимаешь, что они буквально за 1 минуту, за 1 секунду в своих замечательных одеждах могут появиться из одной точки в другую. И это прикольно, прям такой телепук, понимаете, такой чпок, и ты в другом месте. Но почему-то именно в момент X, когда нужна помощь твоему именно любимому, понимаете ли, человечку, ну, и либо существу, либо там Богу, либо там бессмертному, неважно, потому что в Китае это же у нас футуристический мир, который связан с их легендами, сказаниями, всеми вот этими вещами, о том, как там ловят дзен, становятся бессмертными, а то и вообще обожествляются, и там сотни лет это нормально, сотни тысяч лет еще более нормально, ты же разовьешься в великолепного Бога или просто мега-супер-золотого бессмертного, это нормально для них, это у нас люди, мы живем всего, дай Боже, хотя бы 80, там, типа 100 лет, да, но нет, здесь происходит именно то, что происходит. Ты, по идее, можешь просто щелчком появиться там, просто спасти и все. Но нет, на твоем пути встает препятствие. Ты так долго летишь, что просто офигеть. Буквально только в некоторых сериях до этого ты моментально появился, но нет, здесь ты летишь долго и упорно. И вот просто ты сидишь и думаешь, а что же такое произошло с этим великолепным космическим футуристическим пропеллером? Понимаете ли, что он сломался, и он так летел полсерии, что твой персонаж, в общем-то, умер. Ну, точнее, любимый человечек. Ну, ты начинаешь просто реально расстраиваться в деталях, особенно когда эти детали сами по себе уже повторяются из драмы в драму. Они влюбляются и находят друг друга, и там происходит первая любовь, первое разочарование, первые там травмы и так далее, плюс еще введение с замечательным Китаем. Ну, это закон, ничего не поделаешь, они ввели цензуру, и там многие вещи теперь нельзя, ты что, боже мой, девушка оголилась. При том, что она в майке. Секс. Нет.
И вот начинаются вот эти артхаусные решения, как показать, что у них что-то было. Это прям даже местами смешно до такой степени, потому что одно дело это реально в артхаусе показать, а другое дело, когда они это мешают, и там получается такая милота, что ты уже сидишь и просто захлебываешься от смеха. Это было очень мило, как раз вот удушающий заиндевелый пепел, там, когда там это затряслось дерево, и ты такой, блин, я не могу. И там еще так салют, и ты такой, понятно. Понятное дело, что они сейчас уже очень сильно реабилитируют те замечательные моменты X, которые у них были в прошлом, потому что, ну, будем честно говорить, отрубленные моменты, не хватало там, не знаю, бюджета. Либо, наоборот, они растягивали до такой степени, там еще в 2009-2011 есть некоторые сериалы, на самом деле очень хорошие, но они растянули так, что просто вот стреляй-копай. Но при этом в других моментах они быстро это скомкали, обрубили, выкинули, и ты сидишь и думаешь, что что-то не хватает. Нет, ты понимаешь цепочку действий, ты понимаешь, почему, но что-то не хватает. Персонажа, какой-то момент пропущен, событие какое-то, да, и оно потом вдруг случайно появляется в каких-то моментах, когда их там даже и рядом не было. И ты вот просто проваливаешься из-за этого. Да, обалденные костюмы, обалденные, по идее, в общем-то, даже хотя бы на морду лица актеры, но ты расстраиваешься, ты не можешь досмотреть до конца физически, потому что либо растянули, либо не дотянули, либо сам по себе сюжет просто провалился, и ты уже просто не можешь смотреть. Хотя при том всем, что у них есть реально офигенные драмы, которые почему-то не дошли на мировую. Тот же самый Love Happens, тот же самый August Love, который, по идее, уже вышел, а вроде его нигде нет. Тот же самый King of Wolves, который уже давно вышел, а его все еще нет. И, по идее, там достаточно прикольно, интересно. Но ты ждешь, ты надеешься, что вот что-то поменяется, они начнут что-то делать. И ты начинаешь смотреть уже не фэнтезиовые, а простые драмы, связанные с жизнью. И вот тут тебя там вообще накрывает. И вот они уже в современном мире, господа мои, в современном. Но там продолжается ересь. Настолько сильная, что ты пытаешься понять, то ли это культура их страны, то ли поведение, то ли они опять же таки запаздывают, или чему-то хотят научить новое поколение. И вот ты видишь вот эту вот культуру за столом, культуру делиться со старшими, уважать, которая вроде, знаете, так перебрела в современный мир, в какой-то интересной интерпретации. Особенно вот это, знаете, вот просто в Азии для меня это что-то с чем-то. Это вот фигня выпивки. Еще нас алкоголиками называют. Драме они это пытаются, естественно, исправить. Там появляются уже более интересные персонажи. Они задействуют, наконец-то, уже не только моделей, которые вот просто реально форточку откроешь, и они улетят. Потому что, ну, ребята, в Китае модель должна весить просто, безусловно, мало. Девушка должна весить не больше 30 килограмм, если не меньше. Парень должен быть в районе 40. Вы представляете, какие это просто спички? Они не могут ни девушку поднять, ни себя, в общем-то, нормально, наверное, переносить. И вот это попадает в фильм. На него надевают вот эти прекрасные одеяния, и ты видишь этот скелет, потому что даже эти слои одежды, прекрасной одежды, не помогают скрыть этот скелет. И ты видишь мужика, у которого плечи как у девушки. Рядом встань я была просто Геркулесом. Меня это дико начало расстраивать. Почему? Потому что мужчина все-таки должен быть мужчиной, он должен быть крупнее, да? Я, конечно, понимаю, что девушки там тоже местами такие мелкие, что на фоне этой замечательной просто куколки мужик будет смотреться прям таки героем. Но нет, у них реально ведь есть актеры, у которых нормальное телосложение, с лицом тоже все абсолютно нормально. Но там так это быстро проходит и заканчивается. То есть, знаете, буквально, если ты не успел бомбануть за год, все, ты пропадешь. Тебя больше нигде не будет. У тебя реально вот чисто по китайским стандартам есть буквально 2 года, чтобы отметиться. Если ты не успел отметиться, тебя будто и не было вообще в этом замечательном мире фильма кинематографии, фэнтезиового маршал-арт направления. И главное, большая часть из них даже на самом деле не гибкие, а мы тут все такие сидим и думаем, что там каждый третий на самом деле там и вот так вот. Нет, многие из них на самом деле абсолютно не гибкие, потому что они как-то не рассчитывали, что они будут актерами, и они были вообще-то только моделями, то там, знаете, да, на подиуме пару раз появятся, там в магазинчике пару раз отсветятся, и все, а тут бас, они попадают в фильм. А это маршал-арт, ты должен ногу задирать, там, и у них там, ну, в лучшем случае руками, но вот с ногами. То ли дело, когда туда попадают танцоры, балета, либо еще чего-нибудь, вот тут ты себя почувствуешь очень. Именно так ты себя и почувствуешь. Потому что когда я увидела пару танцоров, и как бы один из них даже вообще очень даже хорошо телосложен, дайте я скажу, кто это, я не скажу имя, но он играл, короче, «Теплая улыбка покоряет мир», и он сейчас как раз играет в «Короле Аватара». Этот человек на самом деле профессиональный танцор, у него такие накачанные ноги, у него достаточно такой... Ну, это же структурированное тело. Я сама не знала, что он на самом деле танцор, но когда я это увидела, я поняла, почему у него там
Все очень четко, красиво и как надо. В то же время еще один парень, он, по-моему, играл Лиса Ширма. Это из разряда бюджет урезали, надо было в 20 серий уместить очень интересный сюжет. Вот он тоже является танцором. Он может спокойно так ногу вверх поднять, и ты такой... Ты, дай боже, хотя бы до коленочек дотронешься, а тут вот так вот ножки задирают на шпагате. Девушки-то понятно, у них там, по-моему, вообще классика жанра. Девушки там садятся во все возможные шпагаты, гнутся, как я не знаю кто, потому что, ну, вот как-то так. Почти все. Везде постоянно, когда там смотришь на NG заднего плана, они там... И ты такой, о, как там больно там внизу стало. И вот оно все круто, все замечательно, все просто восхитительно. Главное, вроде бы сюжет тоже интересный. Они начали исправляться, и они начали делать что-то лучше, но, к сожалению, все еще не все сюжеты хорошо простроены. Либо они обрублены, либо нету спонсирования нормального, и поэтому просто все заканчивается буквально на раз, два, три. И ты такой сидишь, думаешь, блин, там бы вот еще парочку, троечку бы ввести, все было бы нормально. Либо вообще самое страшное, это когда актерский состав просто хреново подобран. И ты вообще никак. Ну вот ни девушка не понравилась, ни парень не понравился, а вот сюжет интересно, но тебя вообще не тянет смотреть. Как-то вот, знаете, вот, ну не привлекла химия между этими двумя актерами, и ты вот просто, ну не можешь это смотреть. Как они это делают, я не знаю. Но, наверное, самая последняя фигня, которая, в принципе, происходит именно в китайской кинематографии, именно драмы и вообще, это режиссеры, которые либо не додавливают актера, чтобы он полностью раскрылся, либо, наоборот, уничтожают актера как таковой. Потому что я уже не раз заметила на некоторых актерах, что видно, что актер не додавил, он может. Потому что почему он в другом фильме прям весь такой вау эмоциональный, а здесь он прям как будто каменный. Как будто, знаете, как будто не тот ракурс специально взяли для этого актера, не там слюни пустил, не там слезы наплакал. И слезы какие-то непонятные, непонятно почему. И вот, понимаете, ты понимаешь, что режиссер, либо ты, блин, иди еще учись режиссуре, да, либо додавливай на самом деле актера до такой степени, чтобы он это наконец сделал как надо. Ну нет, тут хочется уже именно режиссера на мыло пустить. Ты же мог, ты же режиссер, ты можешь сказать все что угодно, чтобы они сделали так, как тебе надо. В Тайване же вроде на китайском тоже разговаривают, да? Мы мальчики, извините меня, в теле. Там это обязательно, это вот просто обязалово в Тайване, чтобы мальчики в теле были. Вот. Ну и сами режиссеры, они там, о, как они там заставляют-то. И когда вот идет совместный фильм Китай-Тайвань, вот тут вот прям ненавижу просто в Китае, когда они буквально за последнюю серию пытаются за вот эти несчастные 40 минут хотя бы сделали бы экстра длинную серию. Они начинают всех нахрен убивать и заканчивать сюжет. Кто со мной согласен, поднимите пальчик вверх. Ну что же, на этом, как говорится, мучением и разбор китайских драм заканчивается. Есть плюсы, есть минусы, но я все равно буду их смотреть и буду их любить. Почему? Потому что, черт побери, это единственная, по-моему, на данный момент страна, Тайвань с Китаем, которая делает потрясающие, просто потрясающие фэнтезиовые вещи со всеми этими, а там ветер такой, вау, я такой... Пока что никто не переплюнул. Ну, японцы, но у них там по-своему интересно. Я потом, если захотите, японцев разберу, и корейцев разберу, но мне вот сегодня захотелось именно про китайцев начать, потому что накипело. Ну что ж, дорогие мои, на этом все. Если вам понравился такой форматик, не забудьте поставить пальчик вверх. Давайте пообсуждаем, что вы считаете абсурдным в китайских драмах, но вы все равно любите их и все равно смотрите. И не забудьте подписаться на мой мультикультурный канал. Поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы... оповещение приходило, и до новых встреч, пока-пока. Жарко, да безумие жарко. На самом деле не жарко, сколько душно. Ну что такое? Камера, ремонт. Ага. Спасибо. Полегчало.